Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим торт «Оранжевое облачко». Влажный ароматный бисквит, нежный сливочный крем и морковно-яблочный пудинг сверху так и просится к чашке чая. Такой торт непременно захочет попробовать каждый. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим морковный бисквит. 250 грамм морковки трем на мелкой терке. Берем половину яблока среднего размера и очищаем его от шкурки и сердцевины. Яблоко трем на крупной терке. 60 грамм очищенных грецких орехов нарезаем ножом на небольшие кусочки. В миску насыпаем 260 грамм муки. Солим щепоткой соли. Добавляем пол чайной ложки разрыхлителя, 1 чайную ложку соды и 1 чайную ложку молотой корицы. Все перемешиваем. 3 яйца разбиваем в миску. Начинаем взбивать миксером и постепенно насыпаем 150 грамм сахара. Яйца с сахаром взбиваем несколько минут до плотной пены. Ко взбитым яйцам постепенно наливаем 120 мл растительного масла без запаха. Взбиваем миксером. Сюда же добавляем тертую морковь и яблоко. Все перемешиваем лопаткой. В тесто в 2 подхода добавляем приготовленную мучную смесь, просеивая ее через сито. Каждый раз все аккуратно перемешиваем лопаткой. В конце насыпаем измельченные орехи и опять перемешиваем. Готовое тесто перекладываем в квадратную форму размером 23 см. Дно формы предварительно застилаем пергаментной бумагой. Тесто равномерно распределяем по всей форме. Все ставим в духовку, разогретую до 170 градусов. Выпекаем приблизительно 35-40 минут. Бисквит остыл. Проходимся ножом по бокам формы и вынимаем его. Верхушку бисквита срезаем, чтобы он стал более ровным. Бисквит разрезаем на 2 примерно одинаковые части. Также у меня на канале есть и другие рецепты тортов. Ссылка на плейлист в описании под видео. Готовим крем. В миску наливаем 400 мл обязательно холодных сливок жирностью не меньше 30%. Сюда же кладем 250 грамм холодного сливочного сыра и насыпаем 3 столовых ложки сахара. Сначала все взбиваем на низкой скорости миксера. Постепенно увеличиваем скорость миксера до максимума. Взбиваем сливки с сыром до плотного воздушного состояния. У меня сливки жирностью 33%. Складываем торт. На дно формы кладем первый корж. По бокам между формой и коржом ставим ацетатную пленку. Если ацетатной пленки нет, то можно собирать торт без нее. На корж выкладываем весь сливочный крем. Равномерно его распределяем по всему торту. Кладем второй корж и немного прижимаем его к крему. Торт ставим в холодильник. Готовим пудинг. В сотейник наливаем пол-литра морковно-яблочного сока. Насыпаем 30 грамм муки, 20 грамм крахмала и 1 столовую ложку сахара. Все перемешиваем венчиком и ставим на огонь. Варим на среднем огне, постоянно перемешивая. Когда смесь закипит и пойдут пузыри, варим еще 1 минуту и снимаем с огня. Сразу же в горячий пудинг добавляем 100 грамм сливочного масла. Все перемешиваем до однородности. Не дожидаясь остывания, еще горячим пудинг выливаем сверху на подготовленный торт. Равномерно распределяем его по всей поверхности. Когда морковный пудинг остынет до комнатной температуры, все ставим в холодильник примерно на 4 часа. Я оставила на ночь. Готовый торт достаем из холодильника и вынимаем из формы. Торт переставляем на блюдо, на котором будем подавать его на стол. Снимаем ацетатную пленку. Торт разрезаем на порционные куски. 2-3 грецких ореха мелко нарезаем ножом. Измельченными орехами украшаем сверху каждый кусочек тортика. Торт «Оранжевое облачко» получился очень вкусным и красивым. Ароматный морковный бисквит с орешками, нежный сливочный крем и яркий морковный пудинг прекрасно сочетаются между собой и создают неповторимый изысканный вкус.
В торте совсем не чувствуется морковь. Такой торт сможет приготовить каждый. Если вам понравился рецепт этого торта, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.